Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо большое, что смотрите и ждете наши новые встречи со Снежаной Егоровой. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Саша, здравствуйте, друзья. Я хочу начать с главного, потому что это главная интрига всего происходящего. Рубио встретился с Лавровым и Рубио заговорил о каких-то новых предложениях России, которые лягут на стол Трампу, и уже есть информация, что с понедельника будет какое-то заявление Трампа, да, по поводу ситуации с Россией. Причем непонятно, как бы войну вроде как остановить, в общем, эти предложения не могут и не являются целью, но Лавров тоже держит интригу, говорит, будем копировать американцев, ждут большие сюрпризы. Сам же Трамп предстал в образе Супермена на страничке Белого дома. В общем, что-то назревает. Исходя из того, что мы увидели в Риме, да, параллельным курсом, Зеленский, ПВО, новые там кредиты от Британии на ракеты для ПВО, очередные, скажем так, рукопожатия, обнимашки с Келлогом, поднимается опять тема сделки, да, вот о недрах, то есть, вот это вот все как бы перетирание, переливание с пустого в порожнее нам не говорит о том, что война будет заканчиваться, но все-таки Россия делает какой-то ход, какой мы пока не понимаем. Как вы оцениваете эти события? Насколько они сопряжены между собой или вообще о разном? Абсолютно сопряжены. Знаете, Александр, я бы хотела, чтобы все меня услышали, тем более многие люди, они любят, когда простые примеры приводятся, и тогда им понятно вообще, как все это происходит. Это такой торт, который называется Наполеон. Товарищу Макрону, я думаю, будет он близок во всех отношениях. То есть, когда между большим количеством разных слоев пирога, значит, прокладывается какая-то определенная начиночка такая, которая, значит, эти слои пирога, она склеивает, и в конечном итоге получается один такой большой красивый торт Наполеон. На самом деле его готовят специалисты определенные. И вот все то, что вы сейчас говорите, это имеет непосредственное отношение к тортику Наполеон. Только то, что происходит между Америкой и Россией, большими игроками, которые, в общем-то, апеллируют достаточно серьезными конструкциями, такими как ядерные силы, триады, там, космос, море, океаны, земли, нефти и прочие дела. То есть это на самом деле пироги, вот эти вот слои. А вот то, что происходит на Украине, то, что происходит в Газе, то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит там между Арменией и Азербайджаном, это все вот эти вот, скажем так, крема, которые взбиваются для того, чтобы между этими слоями, значит, проложить определенный слой вот чего-то такого, что эти слои объединяет. И, в общем-то, к сожалению, мы приходим к выводу, наверное, это очевидно становится для людей, которые являются специалистами в этой области, что Рубио и Лавров приходят к выводу, что нужно опять запускать вот эту так называемую холодную войну. Я не знаю, помните ли вы, Александр, но я очень хорошо помню, потому что я дитя Советского Союза, я помню программу «Время» каждый вечер в 9 часов, значит, время вперед, та-та-та-та-та-та, и, значит, начинаются там все вот эти вот истории по поводу напряженности, международной обстановки, международная панорама. То есть людей постоянно держали в состоянии мобилизационного ресурса. То есть люди каждый вечер включали, значит, вот эту вот историю и пытались понять, что происходит в мире. Потом мы приходили в школу, например, там каждую среду или каждую пятницу у нас была политинформация. Нужно было вырезать из газет какие-то новости и сообщить, как мы интересуемся тем, что происходит в мире, в ближайшем и дальнем круге. То есть, по большому счету, самый главный сюрприз, который мы с вами услышим в ближайшем обозримом будущем, и он в конечном итоге будет облечен в какие-то формы смысловые, что между Россией и Соединенными Штатами Америки пролегла определенная бездна, вот такой ров защитный. И что, значит, вот когда Китай говорит, что мы не дадим России проиграть,
О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что Китай тоже вступает в эту игру, и вот, значит, разделяется мир на две части. Россия, сфинкс, ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью, и она смотрит в сторону Запада. То есть это форпост Востока. За Россией стоит Китай, Иран там, и так называемая ось зла по версии западного мира. А западный мир разделяется, и за ним стоят дальше те силы, которые в конечном итоге заканчиваются в Соединенных Штатах Америки. А вот Украина – это поле боя. То есть поле боя, оно живет по своим законам. Оно сбивает этот крем, там разные жабки, значит, они лапками постоянно вот так вот взбивают его, рассказывают своему народу, вот эти пузырі пускають і кричать, що будемо воювати, давайте будемо воювати, приймають якісь там закони воєнного времени, значит, отправляют людей, бусифицируют, женщины погибают, дети не рождаются, значит, люди бегут вместе с пограничниками. То есть вот эта вся каша-малаша на нижнем уровне, которая происходит, это все касается нас непосредственно с вами. Те, кто не принимают решения, те, кто не летают в голубых вертолетах, в самолетах, кто не сидит красиво и не пьет коктейли пряные на всевозможных римских конференциях. Очень красиво, я думаю, все заметили, как там товарищ Аваков проявился, товарищ, значит, Наем, вот эти самые глашатаи государственного переворота, который явился источником власти в Украине на последние вот эти вот уже годы, с 2014 уже 13 лет, мы, собственно, отгребаем результаты вот этого классного поста товарища Наема, что, товарищи, берите тепленькие вещички, кофеек и давайте на Майданчик. Вот мы по сей день прыгаем на Майдане, и все те люди, которые верили, что они за кружевные трусы и за безвиз вышли, значит, голосовать, большинство из них уже лежат в гробу на самом деле. Они уже не дожили до тех прекрасных времен, которые мы с вами обсуждаем. Поэтому, в принципе, по большому счету, все это взаимосвязаны. Все это важные вещи. Просто другой вопрос, с какой стороны посмотреть. Если мы смотрим сверху, и если у нас вот эта вот позиция Лаврова и Рубио, мы видим одну картинку. А если мы смотрим снизу, и если мы вот те, кого хватают на улицах и отправляют наших сыновей, отцов и братьев на убой, у нас совсем другая картинка. Но это все вот такой вот мир наступил. Мир современных технологий, мир жести, отсутствие гуманизма, отсутствие сострадания, отсутствие любви. И, в принципе, рано или поздно, конечно, это будет приводить к серьезным столкновениям, непримиримым, потому что, конечно, как вы знаете, на все это еще накладывается и религиозный фактор. Потому что, как известно, в мире все ученые, которые изучают войны, говорят, что самые непримиримые и страшные войны религиозные. То есть вот мы находимся вот в таком хаосе бешеном, в зоне турбулентности. Здесь религия Маммона, значит, судя по всему, потому что много речь идет о деньгах. Может, коснемся этого вопроса религиозного. Ну о каком рве вы говорите, когда Рубио Лаврову подмигивает? Понимаете? То есть все ждут какого-то нечто. А в чем это нечто может заключаться? Вот в чем вопрос. Даже если логически посмотреть на состояние дел, на то, куда идет война, что нового может предложить Россия? Опять-таки, как бы не прямо не останавливая войну, но каким-то образом, ну, скажем так, обновляя вот эту свою позицию. Хотя Лавров, понятное дело, говорит, мы там не сходим с тех, хорошо, опираясь на условия, которые выставляет Россия, что она нового может предложить. Вот же в чем главная интрига. Вокруг только из таких догадок или умозаключений, только вопрос власти внутри Украины, вопрос внутри Зеленского. Ведь это же были же эти моменты, что, мол, Зеленский это ваш, да, давайте разбирайтесь с ним сами. Значит, какие-то есть предложения, то ли о безопасности, то ли о небезопасности действующего режима. Вы понимаете, Саша,
Вот есть муравьи, например, они живут по своим законам. Кстати, между прочим, муравейник – это очень сложная конструкция, и там существуют определенные правила, это целая вселенная. А есть, например, коты, собаки, львы, там большие какие-то, киты. То есть они вообще живут по каким-то другим законам. И муравей не поймет медведя, например. То есть потому что медведь живет по своим законам, а муравей живет по своим законам. Вы понимаете, мы с какой позиции рассматриваем то, что происходит между Соединенными Штатами Америки и Россией? С позиции, что две огромных системы, которые, ну, в общем-то, они образуют этот мир, как бы там ни было, они о чем-то договариваются на своем уровне. То есть, не знаю, морал воюет с моралом за сферу своего влияния. То есть они вот рога друг к другу вот так вот сцепились рогами и упираются, кто кого, значит, как говорится, победит. А муравьи живут на своем каком-то уровне. Понимаете, на самом деле, вот как показывает практика, конечно, можно говорить все, что угодно, но если вот, например, отстраниться и посмотреть на это все, ну, достаточно с холодным носом, да, с высоты, вот предположим, что мы с вами, например, обсуждаем ситуацию, которая была 50 лет тому назад. Ну вот там, грубо говоря, когда я родилась в 70-х годах, там же тоже была какая-то нещадная политическая борьба, там в коммунистической партии, коммунистический лагерь воевал там с капиталистическим лагерем, тоже были какие-то события, какие-то новости, ежедневно людям вываливали на голову, и люди считали, что от этого очень сильно зависит их жизнь, и на самом деле так оно и есть. Вот представьте, если мы сейчас рассмотрим Лаврова и Рубио как представителей двух огромных систем. Они на самом деле договариваются о распределении и разделении сфер влияния. А Украина и все остальные между, они являются заложниками этих сфер влияния. И их главная задача понять, на какой стороне они окажутся. Вот Украина – это сейчас водораздел вот этот. То есть Зеленский и вся его клика, и все те, кто с 2014 года тянут Украину в блок НАТО и хотят оказаться под тем зонтиком, они все хотят и заинтересованы в том, чтобы люди Украины верили Зеленскому, чтобы они его выбирали, чтобы они забыли русский язык, порвали все книги Чехова, Достоевского и Толстого, говорили виключно українською або бажано ще англійською і на ідіші, і щоб взагалі тут була зовсім інакша держава, щоб була конституанта, щоб її інакше назвали. У тих, кого не треба, забрали паспорти, а тим, кому треба, видали паспорти, і щоб взагалі це була якась зовсім інша держава. Русские хотят, чтобы это была по-прежнему дружественная территория, были русские люди, русские, значит, авторы, русский язык, русская школа, и чтобы, в принципе, с этой территории не исходила им угроза. Вот и приходится, в принципе, им вот так вот эту серую зону передвигать, Саша. На самом деле русские, не стесняясь, и все специалисты говорят, что Россия действует по принципу фронтира. То есть они выделяют фронтир, выдвигают на определенную территорию. На тот момент, например, с 2014 года, это был фронтир ЛНР, ДНР. Сейчас этот фронтир передвигается. То есть для того, чтобы, например, Донецк и там какие-то города не бомбили, нужно двигаться вперед, дальше серая зона, куда долетает. И, в принципе, по большому счету, мы просто вот наблюдаем эту картинку. А все остальное – это все разговоры, это все остальное, знаете, бой барабанов. И то, что делает Зеленский, понятное дело, он на самом деле осваивает бабло. Вот то, что они делают в Риме, это по большому счету очередная акция, пиар-акция типа из серии «Друзья, посмотрите, как прекрасно мы можем распилить ваши бабки». Вот смотрите, как мы хорошо справились с баблом, который нам давали американцы, французы, Урсула фон дер Ляйен. Если вы хотите поучаствовать в этом распиле, пожалуйста, убедите ваших лохов в своих странах или ваших там хозяев, что отлично можно бабки через нашу прачечную пропустить, легализировать их и разложить по карманам.
То есть на самом деле они в очередной раз ищут лохов, которые придут и в очередной раз купят украинскую землю, украинские недра, украинских рабов и все остальное. И если у них это получалось все эти годы, то всегда находятся в мире лохи, которые готовы вложиться в проект, который, значит, вот медиа-персона номер один в мире Владимир Зеленский им презентует. Это же пирамида МММ. Помните, я надеюсь, был такой Леня Голубков, люди моего возраста очень хорошо помнят, который рассказывал, что вот у меня не было ничего, я даже не мог сапоги своей супруге Катьке купить, а теперь я вложился в пирамиду МММ и стал миллионером. Мы знаем, что единственный, кто нажился на этом, это господин Мавроди и его клика. На самом деле это такая же пирамида МММ, которую Владимир Зеленский и еже с ними, это один и тот же пул людей, судя по появлению господина Авакова и прочих. То есть это все те же люди, которые периодически они уходят в тень, периодически они выходят, как говорится, на арену и говорят: мы здесь, мы вместе, у нас все хорошо, посмотрите, мы, значит, находимся в безопасности и счастливы, и если вы будете с нами и поддерживать нас, вы тоже будете в безопасности и счастливы. То есть это просто все схемы, бандитские схемы, абсолютно элементарные схемы из 90-х, просто которые применили в политическом контексте. И Трамп, кстати, тоже понял, что это классная фишка, что можно вот сегодня говорить одно, а завтра другое. Помните, Александр, был такой анекдот по поводу Ельцина? Когда Ельцин, значит, пьяный на каком-то политическом собрании подходит, значит, к какому-то там человеку, неважно какому, и по голове ему, не предупреждает, дает. А ему говорят, типа, в чем дело, Борис там, как его, я не помню. Николаевич, что? Да, он говорит, а вот так вот, чтобы вы знали, какой я непредсказуемый политик. Дональд Фредович тоже решил использовать этот прекрасный метод, быть непредсказуемым политиком. То есть пока люди обсуждают, с какой ноги он сегодня встал, какая у него была гримаса на лице, что он ел, что он пил, что он сказал, потом он завтра забыл, как он вообще там как-то отреагировал на вопросы журналистов, в это время делаются дела, серьезные дела, о которых простым смертным знать не нужно. Им сообщат потом, когда поменяют законодательство, потом, когда введут, значит, электронную валюту, потом, когда у них отберут, значит, деньги фиатные, вот эти вот, которые можно в руках подержать, потом, когда их загонят в электронный концлагерь, потом, когда у них заберут паспорта и вообще какие-то права, потом они узнают на самом деле, ради чего все это делалось. Вот эти все пиар-технологии выливались людям на голову. Но это будет потом. А сейчас люди вот так вот сидят, как в цирке, знаете, вот эти престидижитация, да, вот это вот фокусники, то есть распиливают женщину, значит, там какой-то дым, все сидят вот так вот, держат пальцы во рту, держат кулачки, чтобы она осталась жива. А на самом деле, ну, все договариваются со всеми, но на самом деле мы не знаем, о чем. Но по каким-то косвенным и прямым признакам рано или поздно все тайное станет явным, и мы поймем, о чем они договорились. Ну, смотрите, как бы эта философия понятна, что, мол, простые смертные, от них ничего не зависит и так далее, и так далее. Она как бы имеет свое подтверждение, имеет опровержение. Можно по-разному к ней относиться. Однако вопрос ведь заключается в другом. Сейчас проходят такие достаточно серьезные трансформации. И, судя по всему, эти трансформации с режимом Зеленского, вот прям мы на пороге. В конце месяца июля обещали нам поменять Кабмин, уже есть одни министры на выход, ну, анонсы, потом другие министры на выход. Кто-то скажет, это все ерунда, ничего не значит. Но погодите, когда Зеленский, вот тоже парадокс, да, казалось бы, ну, есть представители от США в этой римской говорильне. То есть есть представитель Келлог, с которым обнимались, который похлопал его, который говорит, что Украине нужно не восстановление, а спасение, который там тоже анонсировал, да, вот,
и помощь, и Грэм там тут как тут с Блюменталем, которые там ждут принятия своего закона, чтобы санкции вводить 500% вторичные на партнеров России. То есть вот сразу понятно, что это мероприятие по делегатам со стороны США. Но у нас же как это подают? Смотрите, коалиция желающих, и там есть американцы. Вот смотрите, они есть, мы с Америкой. Это вот мне напомнило абсолютная же ложь. То есть смысл какой? Есть стартап оружейный в Америке, приезжает в Данию на тоже супер мероприятие, да? То есть Дания становится на полгода главой в Евросовете. Супер просто. Торжество, открытие этого полугодичного периода. Туда приезжает Зеленский и первым делом подписывает с частной компанией стартапа, да, договор. Говорит, сотни тысяч дронов, вот сейчас куча дронов. Ну, немножко, если так просто погуглить, что это за стартап, да, все прекрасно понимают. Там бывший директор Гугла, он сейчас... Ну, это бизнес. Да. Понятно, что оружие развивается. Сейчас вот Hexit выходит, говорит, тоже дроны, там, американские солдаты с дронами. Ну, вот это просто новый виток, и он будет теперь более массовым. Это когда сначала были у всех просто телефоны мобильные, да, а теперь они стали цветные, а сейчас вообще заменяют там компьютер и так далее. Просто вот новый этап, и Украина рассматривается как полигон, да, испытательный. И, собственно, но он же как подает Зеленский? Американцы с нами. Американцы с нами. Хотя это частная контора, и к Трампу имеет такое очень опосредованное отношение, к Пентагону тоже по будущим контрактам. Ну, неважно. И тут мы же понимаем, что выходит Зеленский ни с того ни с сего, вот с бухты-барахты, говорит, слушайте, я вообще подумываю Умерова отправить в США послом. Наконец-то к семье отправят вообще чувачка. Отработал, как говорится, заслужил. На самом деле, Саша, вы же видите, как Зеленский выводит из-под удара всех своих подельников. То есть, когда он их зовет, чтобы они составили ему компанию на каком-то этапе, в очередной серии его сериала кровавого сыграли свою роль, он, конечно же, им сулит какие-то временные рамки и какой-то там гонорар на выходе. То есть Умеров просто уезжает к собственной семье и чувствует себя там при деле, ему платят бабки, он представляет интересы. И самое главное, находясь уже на той территории, он, как заслуживший доверие, начинает контролировать определенные офшоры, недвигу, там, что там, я не знаю, они туда вывозят в Америку, то, что, в принципе, будет работать и приносить бабло Зеленскому и его подельникам. Понятное дело, что они уже такое количество преступлений совершили здесь, они столько украли денег, убили людей, что они не видят себя и не мыслят здесь, на этой территории. То есть ни Зеленский, ни его семья, ни его старушка Рима, миллионерша из Кривого Рога, значит, новая корейка, они, значит, не видят себя в Украине, ни в Кривом Роге, ни в Киеве, нигде. То есть их паспорта, их бабки, все находится там, в Лондоне, в Париже, в Соединенных Штатах Америки, везде по всему миру. И, конечно, он сейчас проверяет вот этих людей на верность себе и отправляет их потихоньку, как говорится, в заморские командировки для того, чтобы они там и оставались в дальнейшем. То есть, знаете, был такой хороший мультик советский, как его, когда итальянский мальчик шел грабить банк или там что-то такое, значит, и он, значит, там частями шел грабить банк, руку сначала, потом ногу отрывал, значит, по частям, он шел грабить банк, и все кричали, что он идет грабить банк. Понимаете, на самом деле, по большому счету, вот Зеленский, он частями, и его вот эта вот клика, она как бы уходит от преследования. То есть сначала товарищи шефиры выехали, то есть они решали вопросы, люди, которые с ним долгие годы делили, как говорится, всю степень ответственности, были его кошельками. Потом другие люди подтянулись. Кого-то он сдает, кто, в принципе, по большому счету, не так ему сильно и нужен, кто поверил Зеленскому. Он сдает их просто, знаете, на поталу, то есть бросает собакам и псам для того, чтобы они их разрывали, значит, там рассказывали про коррупцию, чтобы у него всегда было время для маневра.
А кого-то, наоборот, он отправляет для того, чтобы, когда он туда десантируется, там уже была подготовлена для него почва. То есть это многоходовочка. И, в принципе, Владимир Зеленский в этом плане не такой наивный мальчик, каким он хочет казаться. И когда кто-то кричит, что Зеленский не самостоятельная фигура, он вообще ничего из себя не представляет, он полностью управляемый, невменяемый, ну, это люди просто не до конца понимают, либо они им за это платят, чтобы они вот эту мысль внедряли в голову окружающим. Поэтому, по большому счету, конечно, будет вот это вот происходить смена вахтенного караула. Ну и понятное дело, что, как вы видите, уже украинцам постепенно через определенных блогеров, через определенные рты вкладывают мысли в голову, что было бы, конечно, прекрасно с учетом вот этой вечной войны, которая, конечно, она просто в крови украинцев, потому что украинцы – это же потомки запорожських козаків. Зараз про них не згадують, поки що в них батько Бандера, але потім вже згадають і про Запоріжжя. І скажуть, що воювати – це наша, значить, доля українська. А доля українських жінок – страждати і плакати, і народжувати вояків. І, значить, вони почнуть розказувати, що, звісно ж, якщо наша доля воювати, все життя і дітей народжувати для війни, то, звісно, нас должен очолити залізний генерал Валера Залужный. В это время Валеру Залужного, значит, там отправляют на промывку, на то, чтобы он избавился от алкоголизма, от лишнего жира, значит, чтобы у него, значит, уже блеферопластику ему делают, морда, чтобы была более приличная, там трошки англійський, щоб він підучив, щоб хазяї могли спокойно з ним спілкуватися напряму, щоб не было вот этих вот каких-то лишних ушей, переводчиков и всего остального. И потом Валеру красиво десантируют, потому что уже началась предвыборная кампания, как вы видели. Светлана Крюкова, подруга Бенита Коломойского, которая сейчас разделяет с ним тяжелую судьбу, конечно же, он сидит в СИЗО, бедный, страдает, похудел, и Светочка тоже, бедняжечка, страдает, но она верит в лучшую судьбу для Украины и уже начала предвыборку под Валеру, значит, Валеру Залужного. Она написала такой прекрасный, красивый пост, исполненный восторга и романтики. Она вообще очень романтичная такая девушка, автор гениальный, что она прям верит, что если Залужному суждено стать президентом, то, конечно же, он понесет эту тяжелую ношу со всем достоинством и честью. И даже она там Сунь Цзы приплела. Ну, в общем, короче говоря, Украине уже готовят замену Зеленскому. То есть Зеленский будет постепенно отползать, постепенно, значит, он будет тяжело болен, у него будут тяжелые вообще времена наступать, уже, в принципе, постепенно мы уже видим эти тексты от некоторых блогеров, которые вдруг начали, а чем же болен Зеленский? Он на просушке, на промывке. Уже Ленка Зеленская сообщала, что бедный мальчик тяжело трудится, спинка болит, ножка болит, ручка болит, он инвалид, поэтому он уже не может по состоянию здоровья исполнять свои обязанности, как Залужный в свое время по состоянию здоровья не мог быть генералом, поэтому ему сделали экстракшн в сам аж Лондон, до самого прекрасного города Лондону. А теперь Зеленского отведут по состоянию здоровья, расскажут, что сделал все, что мог, значит, сделают замену на Залужного и будут Украину превращать просто вот в такую ЧВК, страна ЧВК. Де кожна жінка, кожен чоловік, кожна дитинка, як в Ізраїлі. Ви ж пам'ятаєте, Саша, ще на ваших каналах приходив товариш Бляхер, чи як він нахер, я не пам'ятаю, як його вже звали, і розказував, що українці мають воювати, як в Ізраїлі. Жінки, діти, старі, малі, значить, всі мають воювати, бо скрізь одні вороги. Если раньше еще у людей возникали вопросы, а где вороги? Где? В Белоруссии вороги, в России вороги, где вообще? В Молдове вороги. То теперь благодаря Зеленскому на самом деле, да, действительно вокруг одни вороги, потому что никто не хочет вообще с бешеными, с Украиной вообще нацистами иметь дело. И, конечно, это будет прекрасный повод для того, чтобы еще долго
как говорится, перекрашивать эти сани и уничтожить окончательно все и всех вообще, всех, кто шевелится здесь, на этой территории. То есть люди будут ждать, что что-то изменится, потом они будут плевать на все, хватать своих детей и уезжать, у кого еще будут мозги и у кого будет такая возможность. Остальные просто их будут закапывать в землю по естественным причинам. То есть старики будут просто умирать в связи с возрастом, а молодежь не будет рождаться. Вот такая вот тяжелая судьба ждет эту территорию, если люди не осознают, что пора уже начать, как говорится, хотеть жить, а не хотеть умирать. Ну, Потому тут что, по большому смотрите, счету, это все суицидное настроение. я бы вот здесь как бы уточнил определенный момент. Ну, понятно, да, тоже Залужный – это главнокомандующий, который списан по ВЛК, ну, то есть по состоянию здоровья. И когда он публикует фотографию в свой день рождения с тренажерной дорожки, с беговой дорожки, и что борьба отмечает жену свою, типа борьба продолжается. Ну, то есть, может, это личный какой-то контент, но сам факт, да, что, ну, может, реабилитация такая на беговой дорожке бегать. Ну, многих От вызвало это алкоголизма, вопрос. Саша. У многих вызвало это вопросы, однако здесь очень интересный момент. Сейчас вот заметили точно так же какую-то такую тенденцию, она пока может быть ситуативна, какая-то вспышка, может быть такая достаточно глубокая, ну, тренд глубже. Там же недавно был день рождения и у Януковича, 75 лет. И вот эти порошенковцы как-то начинают вспоминать времена Януковича. Ну, например, там вот Пятый канал был при 2 революциях, да, то есть его никто не закрывал. И там в отношении семьи тоже, например, и в отношении... Короче, Янукович еще был как бы заинька, паинька и вообще неплохой вариант. И это как бы продвигают ломы, блогеры от порошенковского пула. Но Залужного же как-то вязали, пытались с тем же Порошенко. Но тут возникает очень интересный вопрос. То есть получается тут два варианта. Или Залужный – это согласованный, условно, преемник, и Залужный будет условно подписывать какие-то там, ну, остановку или приостановку войны, которая будет в будущем. Или Залужного просто заведут, Зеленского уберут, как говорите вы. Так, а Порошенко же вроде как, он на него виды имел. То есть, получается, не складывается эта комбинация. Что вы думаете по поводу, ну, условно, силы Порошенко? Какая роль в этой игре в условной операции «Преемник» по-ермаковски? Вы знаете, мне кажется, что Порошенко люди уже так ненавидят, что вряд ли у него есть какие-то шансы. Вообще и Зеленский-то, собственно, пришел к власти, потому что люди уже на тот момент вот так вот от Порошенко были сыты им по горло. И вообще то, что продемонстрировал Порошенко, все свои совершенно мерзкие качества такой гиены, знаете, жирной гиены, которая сдает всех и вся. То есть, ну, если просто его историю немножко приподнять, да, ну вот пул Порошенко, может быть, они не помнят, не знают, и вообще их жизнь молодая, собственно, не дает им собственного опыта, но, как известно, Порошенко был одним из основателей партии регионов, он был одним из соратников того же Януковича, которого он предал и продал. Как, собственно, потом он предал и продал украинский народ, как, собственно, он предал и продал всех, кто имел с ним дело, и, собственно, как он предает и продает всех, кто сегодня там за него, как говорится, готов порваться на немецкие кресты, потому что вот такой товарищ Порошенко. И я не думаю, что кто-то в здравом уме и трезвом рассудке захочет, чтобы Порошенко опять вернулся в президентское кресло. Ну, то есть это отнюдь не Дональд Трамп, который был 5-м, а потом 7-м. То есть никакой принципиальности, никакой отваги, никаких достижений, да, в качестве оппозиции. То есть он тихонечко себе сидит, значит, там в Верховной Раде, подголосовывает за все вот эти вот антинародные законы,
значит, боится, чтобы его там не взяли за жопу, ездит, решает какие-то свои собственные вопросы. И я думаю, что он бы уже давно свалил из Украины, если бы его хозяева западные ему позволили это сделать. Я думаю, что он на это и рассчитывал, но, в принципе, так как западным хозяевам нужно создавать искусственную оппозицию для Зеленского, чтобы людям было о чем поговорить и отвлекать их внимание, то Порошенко пока еще, как говорится, не освобожден от этой роли. Но я не думаю, что он и сам хочет, и его хотят люди. Ну, естественно, в Украине, которая превратилась уже давно в концлагерь, никто никого не спросит. Если захотят, то и поставят. Но это всегда будет притча во языцах, потому что очень близко вот эти все события, вот эти все стадион, так стадион, когда, значит, они там две разных сцены поставили, значит, Зеленський на одной, Порошенко на другой, потім щось вони не можуть со звуком вирішити питання, і потім він іде на одну сцену до Зеленського, і вони там цей спектакль влаштовували. Я думаю, что все это станет для людей здравомыслящих очень хорошим компроматом, если Порошенко вообще просто поднимет эту тему, что он хочет опять баллотироваться или претендует на президентское кресло. А что касается Януковича, ну, мне кажется, что Янукович уже давно продемонстрировал, что он не имеет никаких политических амбиций, и как человек достаточно опытный и не бедный, он понял, что у него был самый лучший экстракшн. Его больше не втягивают в эти политические игры, он не отсвечивает, потому что, как вы помните, Саша, тоже это было на нашей памяти, у Януковича тоже был свой вот этот вот цирк на дроте, да, когда сначала он победил, потом ему победу отменили, потом третий тур, значит, устроили. То есть он же тоже взбирался дважды, у него не с первой попытки получилось стать президентом. Поэтому я думаю, что Янукович уже настолько открестился вообще от этих страшных игр, от этих подковерных вообще дел, и то, что в конечном итоге ему на голову вывалили вообще все беды, и он стал самым страшным злом. То есть после тех лет, которые мы с вами прожили кровавых, вообще говорить о том, что Янукович преступник и что это злочинна влада, в принципе, это просто смешно. Судя по тому, что творит Зеленский, все, что творили вот эти майданутые, бешеные собаки, сколько людей они ухайдошили, убили, разворотили страну, разграбили, уничтожили, разорвали образование, медицину. Люди лежат просто вообще во рву, который наполнен кровью по горло. И еще рассказывать о каких-то злочинных диях Януковича, я вам могу сказать, что Янукович был последний президент, который строил роддома, который, значит, занимался перинатальной медициной, который покупал оборудование, который строил детские сады и школы. За все эти годы после 2014 года, кроме войны, крови и ненависти, что вообще предложили вот эти вот власти майданутые? Они построили хоть один детский дом, они хоть одного ребенка вообще спасли в больнице, они хоть одному врачу вообще выдали какую-то медаль или награду, они вообще хоть что-то хорошее вообще сделали, кроме того, что они людей сводят с ума и убивают просто пачками. Поэтому, в принципе, ни Янукович, ни Порошенко не думаю, что они... Один просто сам не захочет, второго остатки вот этих вот людей несчастных не захотят. А вот Залужный – это тот полезный идиот, которому партия скажет «надо», комсомол ответит «есть». Он же ж який-не-який, але ж все ж таки військовий. Якщо йому дадуть команду його хазяї і дадуть йому гарантії безпеки, йому і його дружиночці, то, в принципі, чому б ще не побувати трошки президентом у цієї, значить, окраїни? Тим більше, що якщо йому нічого не треба буде робити, він же так і воював, в принципі, що йому розказували американські генерали з Пентагону, що йому треба робити, куди йти, які, значить, заяви робити. І зараз він так само повністю вообще на дистанційному управлінні. Йому там пишуть тексти, він іде і своїм оце англійським ротом, який непридатний, тому що в нього українська мова, вона в крові. Він щось там бекає-мекає. І так само він прийде і буде бекать-мекать, розказувати цим українцям, дурбалаям. Вони ж вважають, що українці – це дебіли.
То есть им что не скажешь, что по телевизору не покажешь, они всему верят. Но на самом деле украинцы и продемонстрировали, что они дебилы. Потому что если они верят уже на 13-14 году вообще этого адского ада, в который их завели, что Зеленський – це найкращий президент, і треба йому аплодувати і підтримувати його, і треба йти воювати, то в принципе так оно и есть. К сожалению, нужно констатировать факт. Вы понимаете, Саша, излечение всегда начинается с того момента, когда больной признает свой диагноз. Если не признать диагноз, что украинцев обманули, что их свели с ума, что их повели на убой, ведут на убой их и их детей, и никто не собирается их спасать, никто не собирается Украину восстанавливать, что вот эта очередная история в Риме, это очередной междусобойчик и распил на крови. То есть им нужно создавать вот эту картинку ужаса, вот этих вот разрушенных городов, умерших детей и женщин, вот эти вот все растяжки с лицами, значит, молодых героев, які пали смертью храбрых. Им плевать на то, что у них остались дети-сироты, что эти молодые женщины, которые уже никогда не увидят своего там мужа, которого они, возможно, любили. Им плевать на горе этих людей. Это твари, швали, которые человеческие жизни используют для того, чтобы на этой крови наживаться. Пока украинцы этого не поймут, каждый отдельно взятый, и реально не захотят вообще это изменить, ничего не будет. Ну, понимаете, в чем дело? Здесь тоже такой момент. Вот сегодня прилет по Одессе. Прилетели вот эти герани, сразу сообщили, что это удар по ТЦК. Российские паблики быстро-быстро выложили там крыло от дрона, где написано на украинском языке, от местных жителей, там Одесса, в общем, Одесса. Ну, все сразу как бы поняли, что ну, это чистейшей воды, конечно, пропаганда, потому что в Одессе на украинском языке никто бы от местных жителей не написал бы. Ну, так шутят, по крайней мере, сами одесситы. Но, тем не менее, тут на момент нашего с вами сейчас разговора, да, то есть немножко позже увидят зрители, мы, например, не имеем официального подтверждения фото, видео, фиксации прилета именно по ТЦК. Нам показывают конюшню, нам с раненой лошадью, нам показывают там 8 пострадавших, кажется, там рядом СТО. Ну, в общем, примерно все понимают, что в этот район прилетело, но о том ТЦК, о котором сказали сразу, там же вообще адище происходит. Ну, просто кошмар. И ну, местные передают и говорят, что именно там самые лютые вот эти людоловы, там самые лютые, скажем, вот эти условия для людей. И, в общем, как бы там очень много добровольцев, все становятся добровольцами, когда попадают в этот ТЦК, потому что там ну, выбивают вот эти документы, меняют военные билеты, неважно, с какой бумажкой туда попадешь, они все они знают свою работу. И вот туда прилетает. И получается такая вот своеобразная дилемма. С одной стороны, власти надо показывать вот это ТЦК. С другой стороны, мы видим по этому удару, что уже стараются показать, ну, то есть разрушение, горе и страдания там, животных, людей, другие какие-то моменты. А ТЦК вроде как ударили, но особо никто ничего не показывает, потому что, когда начали показывать, получили немного не ту реакцию. Как вы оцениваете вот этот систематический процесс выбивания ТЦК? И, но ведь на самом деле это же какая-то дичь просто дикая. Ну вот венгры вчера, позавчера, ну вот на днях, да, вызвали посла Украины в Венгрии, чтобы дал объяснение. Почему? Ну, потому что они поймали ТЦКшники гражданина, а у него 2 паспорта, венгерский и, ну, украинский. И как бы говорят, что ж вы там нашего гражданина вот это вот замордовали. Он умер, этот мужчина. Ну, а те говорят, мы не вашего гражданина, мы нашего гражданина мордовали. Получается, нашего можно. И там МИД ответил, в общем, такая, на международном уровне. То есть с этим, ну, как бы процессом, когда человек может даже на войну не доехать, ну, может даже не оказаться на войне. Это вот там блогера Буткевича, вот этого, который славит как бы ТЦК и всех, в общем, говорит, вы все ухилянты, ну, такой злостный. Его можно
там, от него может откреститься ГУР, там, жена может повизжать. Как же так, вы его мобилизовали? Ну и что? Отправили в тыл, говорит, в тылу будет служить. На пресс-службе в какой-нибудь или где-нибудь там в войсках обеспечения. Но сам факт, что как-то такого человека забрали. То есть за людей некому заступиться. И получается принцип там враг моего врага в этой системе выбивания ТЦК. Но ведь это серьезный на 4-м году перелом в сознании общества. О чем он? Ну, все тайное становится явным, Саша. Я уже который год, даже не 4-й, а, наверное, уже 10-й говорю о том, что враг находится внутри страны на банках. Что вся власть 2014 года, она абсолютно преступная по отношению к населению этой страны. И что они занимаются тем, что они обогащаются на этой крови, а люди для них это всего лишь биомусор, биоматериал, который они бросают в топку войны, абсолютно не имея никакого сострадания и жалости. Я говорю уже который год, что любой президент страны, который не является этнической частью этой страны и который не хочет остановить войну на своей территории, является государственным и военным преступником. Что Зеленский, который не садится за стол переговоров и не пытается остановить военные действия на территории своей страны, чтобы сохранить женщин, детей, стариков, инфраструктуру, города, он является государственным преступником, что он действует в интересах третьих лиц, которые воюют украинским народом, а управляет этим процессом агент Зеленский. И, собственно, он даже этого не скрывает. Он ездит в Букингемский дворец, он чаще бывает за границей, он целуется с корольком, понимаете, он ездит спонсоров войны и рассказывает украинскому народу, какие плохие русские и ужасные Путин, и как вообще украинский народ должен победить ядерную страну. Я уже рассказывала об этом 1000 раз. Когда ты выходишь вообще с цветочком и с корзинкой, с яблоками против танка и говоришь, а ну-ка давайте мы будем с вами сейчас воевать. Но о чем еще можно сказать? Вот я повторяю это раз за разом. Но вот эти все из пула Зеленского и Порошенко, эти идиоты, они, естественно, получают команду, и они набрасываются на меня, оскорбляют, унижают, угрожают мне, моим детям. На меня накладываются санкции, радостно сообщают об этом по всем средствам массовой информации. Просто за то, что я говорю правду людям. Но они же не хотят это слышать. Они хотят слышать то, что им вливают в уши. То есть им все время этот наркотик, вот это сало, понимаете, им за спину заливают, им постоянно с этого зеленого шмарафона рассказывают, що скоро, трошки ще треба почекати, і ми скоро переможемо ту страшну рашу, і головне не говорити російською, треба порвати всі книжки, винести їх на сміття, значить, і вообще скоро... Сердючку на 0 умножить, Кондратюк в интервью свежем заявил. А Кондратюк? Кто вообще бы говорил? Кондратюк, который собственного артиста, этого несчастного Виталика Козловского, кошмарил вообще, забирал у него песни, ставил его раком. Вообще он же бандит просто, самый натуральный от шоу-бизнеса. Они все вот эти вот западные, у них больная голова. Это потомки полицаев. Они не испытывают к людям сострадания. В них нет гуманизма. В них есть только ненависть, злоба, черная ненависть и злоба по отношению ко всему миру. Это генетически сломанные люди, которых раком ставили всегда и поляки, и там Австро-Венгрия, и все остальные, которые, видимо, по-другому не умеют. Они не умеют ни дышать, ни думать, если кому-то не становится хуже, чем им. Ну, слушайте, Саша, я вам хочу сказать, вот помните, есть такие ужасные кадры, они в последние годы только стали появляться, хотя это еще советская хроника, когда вот в том месте, где Европейская площадь у нас в Киеве находится, тогда немножко по-другому как бы был ландшафт, и когда повесили вот этих всех полицаев. Помните, есть такое видео, пусть люди его найдут и посмотрят, как казнили вот этих вот
выродков, предателей собственного народа, которые кошмарили простых людей в концлагерях и в Киеве в том числе, которые были коллаборантами с нацистами и которые были надзирателями и полицаями. Вот с 2014 года вся власть в Украине – это надзиратели и полицаи, которые уничтожают этот славянский народ. И тому подтверждение то, что они делают с православной церковью. Поэтому Порошенко, все эти Маруси-зверобои, понимаете, все эти фыдыны, все эти конченые твари, которые призывают к войне, бесконечной войне, к ненависти, злобе, к тому, чтобы делалось оружие, давать это оружие детям, женщинам в руки, форму шить военную для беременных. Это все те, кто убивает этих людей. И, в принципе, Россия здесь не имеет к этому никакого отношения, кроме одного. Саму Россию хотят поработить, уничтожить, расчленить и, в принципе, добраться ко всем ее ресурсам и, в принципе, уничтожить вообще русский код, русский дух и русскую культуру как таковую. Это всегда было главной целью Запада. Они этим занимаются долгие годы на государственных уровнях, на уровнях научных работ, которые они постоянно создают. Они придумывают схему, как удушить анакондой, значит, эту ужасную Россию и уже ее стереть с лица земли. И мы в этом участвуем. Мы, дети Советского Союза, мы, выросшие вообще на Пушкине, Чехове и Достоевском, мы, говорящие на русском языке, мы, потомки победителей. Мы в этом участвуем, потому что нам рассказывают, что оказывается все как-то совсем по-другому, и мы просто не знаем истории. А рассказывают это с экранов телевизоров, потому что теперь у каждого в доме есть телевизор, который сводит людей с ума, а теперь еще у каждого в руках есть гаджет, где сидят вот такие же подонки, которые постоянно промывают людям мозги и выворачивают историю наизнанку. А что касается, между прочим, вот этих всех прилетов, которые демонстрируют, вот последний был прекрасный прилет, где сказали: боже, какий жах! Зруйнували студию канала П'ятого Петра Порошенка. Да. А они не сказали, что студия П'ятого каналу находится вообще на предприятии критической инфраструктуры, заводе «Ленинская кузня». Ленинская кузня, я не знаю, может быть, по сей день еще вот этот вот логотип огромный еще советских времен там так и стоит. Называется Ленинская кузня, которую Петр Алексеевич Порошенко распилил, прибрал к рукам, стырил, мягко скажем, у украинского народа, превратил в свое собственное предприятие и был заинтересован, как часть военно-промышленного комплекса, получать заказы и бабло на эту войну, и, собственно, был заинтересован в этой войне, как и многие другие, кто зарабатывает на крови. Так, может быть, об этом вспомним? Что он посадил людей, журналистов, значит, которым он платит там эти копейки жалкие, на предприятие критической инфраструктуры Ленинскую кузню. И туда прилетело, потому что там военное предприятие, а не потому, что там сидят журналисты Петра Олексійовича Порошенко и рассказывают, какие він сивочолий и прекрасный гетьман на все часы. Ну, это вообще же парадокс. У нас же Шуфрича, когда посадили, выбрали в комитет свободы слова Юрчишина, тот, который козявки ел, депутата молодого от «Голоса». И вот он реагирует на это. Говорит, что вот, значит, надо, чтобы правительство вносило, в общем, свою программу восстановления медиа, которая там на конференции в Лугано еще представляется. Мы обращались. В общем, Россия лупит с каждым разом все больше по медиа. Вчера прилетела на Пятый канал. Да, говорит, оппозиционный, не с единого марафона, но важный для информационного разнообразия. Будет у нас конкурентная медиа-среда, зависит в первую очередь от нас, поэтому призываю всех поддержать Пятый канал. Реквизиты будут в комментариях. Представляете? И потом говорит: держитесь, мы за вас. В общем, какой-то идиотизм. Слушайте, конкурентная медиа-среда. Да.
в Украине. Вот это вот, это, говорит, начальник свободы слова в Верховной Раде, которая ничего не решает, понимаете? Который говорит, надо Телеграм закрывать, все надо закрывать, всех надо убирать, не дай бог что. Ой, трагедию какую развели, по Пятому каналу ударили, понимаете? Ну, то есть абсолютно королевство кривых зеркал, и отражение такое же у людей. Так это давно уже происходит, Саша. Вот сейчас вы сказали о том, что он реквизиты, опубликовал, чтобы бабки собирать. А у меня такой вопрос, Сашенька. А скажите, мой милый друг, а что с баблом, которое собирали для тих, хто загинув на Майдані? Помните, был прям марафон на Пятом канале, на всех каналах Порошенко, значит, был марафон, и вот это людям на голову с утра до ночи «Пливе кача». Помните, такая печальная украинская песня? И всем показывали, как гробы тягают, значит, по Майдану. І там був такий марафон, і збирали гроші для тих, хто загинув на Майдані. Хочется узнать, сколько бабла собрали вообще на этом марафоне, куда оно ушло, это бабло. И вообще с 2014 года бесконечные вот эти сборы и поборы с людей. Я помню, первый, значит, был звоночек, когда на меня налетели эти швали, когда я сказала, что я против, я написала пост в Фейсбуке, что я против, чтобы мои дети, когда идут в школу, и я им даю букеты для учителей, а нам, значит, сказали, що не треба приносити букети, квіти для вчителів, несіть нам кошти на ліки для наших вояків. Я говорю, вы что, охренели вообще? Дети должны праздник иметь. Для чего воюют ваши вояки, если у детей нет мирного неба над головой, если они учителю не могут букет цветов принести по старой традиции? И тогда на меня налетели и сказали, что ой, ця Єгорова, вона, значить, така-сяка. Не така, вона не хоче наших вояків підтримувати. А почему я, мать 5 дітей, должна підтримувати вояків? Если у меня есть дети, и ці вояки повинні воювати, чтобы эти дети под мирным небом ходили, а не наоборот. И вот этот весь идиотизм, он разворачивался, раскручивался, потому что ты уже не можешь на нормальную жизнь претендовать. Ты не можешь, как в Советском Союзе когда-то говорили, солдат ребенка не обидит. А теперь, оказывается, ребенок не должен обидеть солдата. Теперь, оказывается, психопат с оружием, который лазит, значит, по улицам, он может кого угодно, и женщину, как вы видели, забрать у нее сына, оторвать ее от этого самого буса, бросить ее умирать на асфальте вообще, а ее сына забрать на убой. То есть это вообще изначально королевство кривых зеркал. И вот этих всех больных из голоса, вот эту всю соросятню вонючую, вот этих всех извращенцев, маньяков, недоделанных, психопатов, Марьяну Безуглую с диагнозом на лице, вот этих всех неговорящих, вот этих всех ну, скажем так, дегенератов, которых они собирают и надевают людям на голову как власть. Потом точно так же они уничтожают информационное поле, всех тех, кто способен вообще изменить положение вещей, по крайней мере, в голове у людей, сажают туда вот этих собак на зеленому цьому марафоне, шмарафоне, которые вообще непонятно, что они говорят и зачем они это говорят, и несут ли они ответственность за все то, что они произносят, вываливают на голову людям. То есть это идет психоисторическая война, Саша. Людей сводят с ума. А всех тех, кто пытается их лечить, кто пытается дать им таблетку благоразумия, вернуть их в здравый смысл, как мы с вами, например, мы получаем санкции, нас просто изгоняют и, естественно, набрасываются каждый раз для того, чтобы мы закрыли рот и чтобы мы не говорили людям правду той, какая она на самом деле является. Потому что люди должны верить только исключительно своему телевизору. Они не должны видеть вообще окружающую среду. Они должны выйти на улицу и увидеть, блин, а что вообще происходит? Как называется эта улица? А что я по ней иду? Почему какой-то там, я не знаю, генерал какой-то Макфол или какой-то еще кто-то? Кто? Где я вообще? Где я нахожусь? Почему у меня разбитые улицы? Почему нету детских площадок? Почему небо не мирное над головой, а летят шахеды? Почему это все
что происходит. Почему наш президент прекрасно себя чухает, жрет, срет, пьет и за государственные деньги ездит по всему миру, путешественник этот, турист, понимаете? А я сижу в подвале вместе с моими детьми и не могу на одном языке разговаривать и книжку ребенку нормальную читать, а не всякую херню, которую им пані Ніцой напише про боевых мурахів. Почему люди не задаются этими вопросами? Потому что им запрещают думать. Это самое главное. Юрчишины и какие-то прочие уроды, моральные, рагульня это, они получают право говорить всю херню, которая вообще у них в больной голове рождается, а все остальные люди должны молчать и мычать. Вот это и есть концлагерь, Саша. Это и есть неорабство. Это и есть технологии, которые пираты из Букингемского дворца надевали на головы племенам. Каким образом они их, по большому счету, порабощали? Они приходили на кораблях, демонстрировали свою мощь и превосходство техническое, потом они находили в рядах этих племен предателей, давали им статус вообще там какого-нибудь губернатора или еще что-то, давали им оружие, арсенал. Тот собирал вот такие ЧВК, как мы сейчас видим, ТЦК, и, в принципе, они начинали кошмарить вот это вот население. И люди вообще просто уже ничего не могли с этим сделать. Вот это самое произошло с Украиной. Просто поразительно другое, что мы, потомки победителей, мы, которые умеем читать, писать и людей в космос отправляли, как мы смогли с такой скоростью опуститься до состояния стада, стать на 4 масла, и вообще вот как животные, краще жуваты. Понимаете? Животные. Просто в животных превращаемся, которых ведут на убой. Да, действительно, вы понимаете, это тоже такой момент. Ну вот так в завершение маленький штрих. Ну вот есть одесский учитель Павел Виктор. Ну, он известен там по Ютубу, такой в Одессе известный. И он там брали у него интервью, и он выходит и говорит о том, что, значит, бежим в убежище, между собой говорят по-русски дети, ко мне обращаются по-русски. То есть, да, есть типа вот постановление. Они хотят принять законом это все. То есть, законом запечатать, что вот только на украинском языке, на перемене и все. Ну, он говорит, что если ко мне на перемене обратиться на русском языке, я отвечу на русском. Да, если по-украински буду, конечно, по-украински. То есть это неправильно. Да? В момент опасности, когда дети в опасности, ну там тревога или там, спускаются в бомбоубежище, или в школе что-то, вот, перемена, ну, вот этого требовать. И он становится, ну, как белой вороной, объясняя достаточно простыми словами, ну вот с позиции там своей учительской, да, то есть он просто говорит, просто, да, то есть и он приводит в какой-то, ну, такой культурный шок, потому что это как вот глаз вопиющего в пустыне, с одной стороны. С другой стороны, нормальное мнение стало признаком белой вороны. Вот это вот такой достаточно... И причем люди его поддерживают в комментариях. То есть не сказать, что это там какой-то там травля на него, там еще что-то. И ты, наверное, понимаешь, что есть какой-то все-таки просвет. Через щелочку где-то есть вот это вот, как это, в туннеле, свет в туннеле выздоровления. Ну, то есть, насколько... И ты же сидишь и понимаешь, что учитель, система, там, у этих перемкнет, они будут его давить, там, это по-своему. Это же административная тоже такая вертикаль своеобразная. Вот эти школы, там, педагогические какие-то там, ну, тоже районо, там, вот это, директор и так далее, и так далее. Но тем не менее, ну, то есть... Я сразу вспомнил этот эпизод, когда с учителем, помните, там же с чего все начиналось? Когда Зеленский в роли учителя Василия Голобородько, его там записал на мобильный телефон ученик по сюжету фильма «Слуга народа», как он там матерится, разносит власть, и вот эта вот сакраментальная фраза «я хочу, чтобы там простой учитель жил как президент, а президент как простой учитель». И вот сейчас кажется, что мы вот провернули вот это колесо, да, и я считаю, что вот этот вот, ну, поперек этого тренда тихий голос, спокойный, интеллигентный одесского учителя
может стать таким же, только не в сериале, да, а вот в реальной жизни, таким же голосом. Но без матов, без каких-то срывов, без этого шоу и пены. Не хватает спокойных голосов. Ну, понимаете, когда говорят пушки, ангелы молчат, Саша. На самом деле, конечно, это прекрасный, отважный, можно сказать, на сегодняшний день человек. Во-первых, начнем с того, что, как вы знаете, в украинской системе образования мужчин практически нету. Это в основном прерогатива женская. Мало того, женщинам мало платят, женщины старой формации уходят по естественным причинам на пенсию и так далее. Вот. С детьми становится все сложнее. И то, что сейчас демонстрирует украинская система образования, нужно только послушать вот этого образовательного омбудсмена, которая сказала, что она рекомендует директорам, когда діти звертаються до вчителів російською мовою, робити вигляд, що цих дітей не існує, просто ігнорити цих дітей, або ж якщо вони запитають, то їм сказати, що я не повинна знати вашої псячої, значить, мови, москалячої, і взагалі іноземну мову я не вивчаю, звертайся до мене українською. То есть вот эта женщина с явными признаками алкоголизма на лице и определенных психозов, она сейчас возглавляет систему. Это неудивительно, потому что еще со времен Порошенко, значит, вот эти вот существа начали подтягиваться в систему образования. Потому что западные господа, они в первую очередь начали с того, что они оккупировали вот этой соросятской всей этой братвой систему образования Украины и систему культуры Украины. То есть все те, кто могли бы менять смыслы, они были убраны из этой системы. И, как вы помните, у нас была такая министр образования, которая плохо писала, с ошибками, малолетка какая-то, куда она делась, неизвестно. Потом была прекрасная, значит, исполняющая обязанности, яка, значит, в свою бытность, она возглавляла департамент у Львове, я много раз об этом говорила, пані Манзі, теперь уже покойная, значит, которая, она проводила конкурс дитячого малюнку на честь дивизии СС Галичина. То есть это еще было в 2019 году, я еще обращалась к Зеленскому по этому поводу, делала открытые обращения, что как вообще люди с таким бэкграундом могут вообще иметь какое-то отношение к образованию в Украине. И понятное дело, что за это время, я думаю, произошла серьезная ротация, что уже нормальных людей там в системе не осталось. И вот этот учитель, который позволяет себе говорить о гуманизме, который понимает, что дети – это не взрослые, и их нельзя воспитывать как собак, нельзя между ними рознь какой бы то ни было сеять. Вот этот учитель, который говорит, казалось бы, нормальные вещи, он уже выглядит как белая ворона по многим показателям, потому что он мужчина, он говорит то, что должен говорить учитель, то есть он не изменяет своей профессии, он несет гуманизм и человеколюбие в эту среду. Но поверьте мне, Саша, я уверена на 1000%, что на него будет устроена травля, хейт, и его будут всячески пытаться, и в том числе с помощью системы, людей системы, вот это ГОРАНО, РАЯНО, или не знаю, как там сейчас это все называется, просто выдавить из системы образования. То есть они подтягивают туда, в эту систему образования, вот этих всех надзирательниц, больных, вот таких, как вот эта баба, вот этот вот образовательный омбудсмен, или таких, как Федына, или еще каких-то других уродин, у которых нет собственных детей, и которые могут экспериментировать с чужими. То есть они детей чужих воспринимают как поле для своєї больної діяльності. Їм держава дає повноваження робити експерименти з мізками дітей, тому що в Україні вже навіть батьки не мають відношення до своїх власних дітей і не можуть вирішувати, якою мовою дітям навчатися, яким чином їм розмовляти в школі. Поэтому все сейчас родители вывозят мальчиков, а уже скоро будут и вывозить девочек, потому что в этом концлагере школа – это тоже очередной барак концлагерный, только для маленьких детей, где над ними будут издеваться, где будут поощрять вот этот буллинг, где их будут растить как собак,
где они будуть сталкиватися лбами, а адміністрація буде говорити, а що, ми підтримуємо цю дівчинку хвору на голову, але вона розмовляє українською мовою, подивіться, як чисто, і співає пісню «Батько наш Бандера», а ваша дівчинка що? Вона Пушкіна читає? Я помню «Чудне мгновення». Це що вона? Рука Кремля? Нога Кремля? Ви що, можливо, вже кремлівські агенти? То збирайте свої манатки і валіть в свою Рашу. Мы что, забыли, как Зеленский сообщил, значит, в своєму інтерв'ю, що всі, хто відчуває себе росіянами чи русскими, то їм краще від'їжджати з України просто зараз, тому що для вас не буде місця в майбутньому в нашій чарівній, чудовій країні мрій. Саша, о чем мы говорим? Это адский ад. И я считаю, что все эти швали должны рано или поздно оказаться в своем финальном кадре вот на таких вот исторических кадрах, какие были в свое время на Европейской площади, когда вешали вот этих вот надзирателей и полицаев, которые издевались над народом и людьми, пользуясь случаем, имея оружие, имея силовую структуру, которые из нормальной страны превратили ее в концлагерь, а людей в заложников и рабов этого концлагеря, которых отправляют вопреки всем международным нормам, без их желания умирать, воевать и терять жизни, конечности, здоровье и здравый смысл. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, друзья. Мы победим. Берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.